Югус. Вот такой вот. На iMlogic сейчас скажу А213 Wide. 8-гиговый. Вы сейчас скажете, Югус, новый ТВ-бокс нет. Смарт-часы. Смарт-часы. Или фоторамка. Или ночничок. А возможно, это таймер. А возможно, это Bluetooth-колонка. Да это все в одном. Смарт-часы Югус AC1. Как фоторамка выступает, как будильничек, как Bluetooth-колонка, как ночничок, как фоторамка, именно как фотоальбом. И все это вот стоит относительно недорого, с классным стеклом, это именно классные материалы. Ну и, конечно же, это Югус, а это всегда качество. Поэтому на канале Технозон вот такие вот смарт-часы, давайте так, чтобы было видно, вот от Югус. Хотел сказать, поехали, ну, конечно же, сначала подпишитесь, нажмите колокольчик и ссылки на него в описании под видео. А вот теперь поехали. Вы, конечно же, сейчас увидите весь функционал, но мы на Алиэкспрессе. Стоит он 63 бакса базовый, ссылки в описании под видео, купончики тоже, можно поискать, может быть дешевле, хотя мы всегда даем проверенного продавца. Даже в заголовке написано Югус AC1, те часики, которыми пользуюсь я постоянно, можно даже по каким-то базовым картинкам понять, что же это такое, потому что тут действительно очень много различного функционала. Но давайте по техничке сначала пройдемся, по функционалу чуть-чуть позже. У него ARM V7 Cortex A5 CPU до 1,5 ГГц, а он на Linux. Этого более чем достаточно для того, чтобы сделать качественные смарт-часы. Теперь дальше. Четырехъядерный Mali 450 GPU до 600 МГц. Конечно же, Linux в памяти 256, но так как здесь нету ни Netflix, ни тому подобного, чего присуще ТВ-боксам Югус, это просто смарт-часы, то это вот даже много, кстати. Обычно 128 мегабайт делают, здесь Югус еще и как любит увеличить. 8 гигабайт eMMC для хранилища фотографий, поддерживает Wi-Fi 2,4 ГГц, на нем отображается и погода, и все что угодно. Bluetooth 4.2, опционально батарейка, может быть спикер на 3 Вт, но, кстати, то, что колоночка на 3 Вт, это не значит, что она там, допустим, какая-то слабая. Это обыкновенный Bluetooth спикер, недорогой. Имеется в виду, что вот звучание, как у недорогого Bluetooth спикера, абсолютно для фоновой музыки вообще идеально подходит. Но, опять же, я не говорю, что это прям топ Bluetooth спикер, это была бы неправда. Питание 5 вольт 2 ампера через Type-C, выглядит он таким образом. Можно менять вот эти вот... А вообще, слушайте, вы же сейчас все увидите. Да и по ссылке в описании под видео можете увидеть. Да и много чего. Даже приложение на него есть. Здесь уже намекают на огромное количество различных скинов, но, думаю, нужно нам переходить его, тестировать и смотреть уже на его функционал. Поэтому перешли. Ну что, давайте посмотрим. Югус не только про ТВ-боксы. Смарт-часы AC1. Вскрываем и вуаля. А я ими пользуюсь. Поэтому новой распаковки не будет. Здесь еще кабель, кстати, Type-C-шечка есть в комплекте. Но мы с вами будем смотреть уже ту рабочую модель, которую использую конкретно я. Смотрите. То есть выглядят они вот таким вот образом. Чтобы вы понимали, снизу у нас резиновая подставочка. Спереди большой экран, сверху сенсорная кнопка управления, конечно же бренд Югус, сзади у нас Type-C, есть кнопка питания, кнопка M. Что у нас кнопка M? Потому что я все управляю полностью из приложения. Давайте посмотрим, что у нас здесь заявляют в самом приложении, вот, в самой инструкции. 4-дюймовый тач-экран на Linux, Wi-Fi, Bluetooth, а M это mute button, поняли? Это включение-выключение именно звука. Ну, у него беленький красивый кабель, я использую кабель чуть-чуть другой. Смотрите, как он включается. Фирменный бренд Югус, конечно же. Это я, да, это я. Сейчас он подсоединится к Wi-Fi. Все, он увидел Wi-Fi, подтянул время, мой город, конечно же, сразу погоду. Здесь полностью сенсорный экранчик. У нас управлять этим всем контрол-центром, то есть если у вас уже все загружено, можно прям вот таким вот образом, как есть. Когда вы их полностью настроили, вам уже смартфон не нужен. Если пойдем влево, мы увидим с вами управление Bluetooth,
У нас есть с вами управление Wi-Fi, ночной режим. Смотрите, если мы отключим ночной режим, он будет чуть ярче. Есть настройки. Это у нас, видите, Focus Time можно устанавливать. У нас также есть ночничок. Ночничок, кстати, кастомизируемый. Ночью очень классно светит. У нас есть домашний, ну это мой линк, он залинкован сейчас под мою электронную почту. Она очень классно сделана по безопасности, то, что она скрывается. И есть, вот, видите, альбом. Это моя жена, это я маленький, это тоже я, это я в студии. Загрузил, для примера, это моя любимая машина, скажем так. Это я в Днепре гуляю, это моя семья с дочкой, это я с женой. Ну, короче, как-то так. Здесь я с дочкой. И они будут просто-напросто у вас листаться постоянно. Вообще заявляют о том, что можно загрузить 8, я загрузил 11 фотографий. И надо вообще смотреть. Здесь есть альбомы, все разбито, вот видите, можно посмотреть вот в таком фотоальбом, посмотреть в таком виде. Можно отрегулировать яркость часов и, конечно же, громкость. Самая большая прелесть этих часиков, ну, давайте так, здесь можно установить будильник, вы устанавливаете его вручную, достаточно громкий, прикольный, и можно, видите, именно громкость будильника можно задать. Слушайте, как он классно играет вообще, топ. Мягкий басистый звучок, есть разные, ну, природа, просто, и есть какой-то там диджейский. Ой, прикол. Все узнали из ТикТока, да? Также у нас есть, видите, хардтап, это заснуть или просто-напросто остановить будильник. Хардтап это вот здесь вот, если нажимать. Также у нас есть Sleep Music режим. То есть он будет играть различные, там, допустим, дождь, ну, такой амбиент звуки, да, там, для сна. То есть вы включили, оно будет очень-очень тихо играть, при этом есть такой плейлист этого Sleep и белый шум есть еще. То есть просто такая музычка играет, которая на фоне может играть. Она не надоедливая и очень классно сделана. Теперь дальше. У нас можно переключить в режим плеера Bluetooth спикер, и вы просто-напросто коннектите с UGUS с вот таким вот кодом. Давайте попробуем сразу. Во, он определяется UGUS EE03. Давайте попробуем присоединить. Да. Bluetooth connected. О, Bluetooth Connect. О, и пошло проигрывать музычку. Ой, слушайте, как нормальная колоночка, она не самая лучшая, но есть какие-то басы, то есть просто как фоновая музыка отлично отрабатывает. При этом вы управлять можете прямо здесь сенсорным управлением следующую мелодию. А ну. Пауза, play, следующая. Да, работает, прикиньте. Слушайте, это прям приятно, я Bluetooth спикером раньше не пользовался. Из того, что у нас еще есть, ну, фотоальбомы, а больше нет ничего. Это вот такие вот интересные часики. Здесь громкость можно, кстати, на этой части регулировать, а здесь регулировать яркость. Это вот такие вот часики, которые показывают погоду. Вот сейчас он показывает -7, показывает туман. Плюс 19 это он показывает в моем доме, и 52% влажности в моем доме. Это погода того места, где я живу. То есть очень адекватные часы, очень действительно адекватные часы. А теперь по управлению. Здесь есть QR-кодик. И у нас здесь появляется окошко, где можно загружать приложение, можно или из Google, через iOS загрузить. И вот он, пожалуйста, eCool. У нас есть такое приложение, которым можно управлять. И тадам! Мы видим с вами. Сейчас давайте чуть его меньше яркость уменьшу, потому что будет чуть ослеплять. Мы видим с вами интерфейс управления самого Югуса. То есть вот они, эти часики. Вот они, югусы. Здесь мы можем с вами добавить сразу же, давайте включим, чтобы можно было увидеть, что оно синхронизируется. Мы можем с вами добавить будильничек. Вот, мы сохранили, у нас появился будильник мгновенно. Теперь мы можем здесь же управлять Sleep Music, включать прямо отсюда. Видите, оно включается. Можем таким образом. Дальше у нас здесь ночничок. При том, что ночничок, видите, мы можем включить расписание, когда его включать.
смотрите, и сколько времени он должен именно работать, и когда повторяться. Также мы можем выбрать стиль ночничка. Это может быть, да, вместо панды там какая-то лампочка, какая-то губка или просто такой этот. Ну, мне нравится пандочка, поэтому я ее использую. Можно задать яркость ночничка, конечно же, и задать цвет ночничка. То есть вы можете выбирать там какие-то моменты. Допустим, сделать ее зеленой, синей, и в следующий раз, когда загрузятся часики, оно поменяет цвет. А вот она синенькая стала. То есть у нас здесь это таким вот. Давайте красную лампу сделаем. Давайте красную лампу сделаем. Во. И будет вот таким вот образом красная лампа, как ночничок, работать. Действительно удобно, классно. Я именно, знаете, вот реализация, быстрая синхронизация, быстрая реализация через приложение. Основное, что это по фото. Да? Вот у меня по фото мы можем перезаписывать фото, можем добавлять, можем вставлять. Давайте добавим какую-то фотографию. У меня здесь есть пару рабочих. У меня тут и фотографий-то нормальных нету. Ну ладно, мы вот эту фотку добавим. Давайте раз. И все. Completed. Мы здесь кропаем ее, обрезаем. И все. И посылаем на часы. Все. Они отправлены. Я вам объясню. Дело в том, что я использовал смартфоне на другом приложении, там эти фотографии отвечаются. Сейчас, показываются. Сейчас 12 фото. Для того, чтобы удалить, мы можем нажать Edit прямо в самих часах, то есть удалить какие-то фотографии. Нажимаем Edit и выбираем фотографии, которую мы хотим удалить. Ну вот, пожалуйста, загрузилось это, мы нажимаем. Выбираем Delete, и у нас стирается фотография. То есть удаление фотографий, мы просто их отсылаем и просто-напросто потом можем с ними что-то делать дополнительно. Давайте еще добавим фотку какую-нибудь, ну любую, и потом просто-напросто поудаляем. Видите, оно даже пакетная обработка есть, то есть он все фотографии, которые я выбрал, отредактировали их, и он их отправил. Давайте посмотрим на фотоальбом, что сейчас у нас есть в фотоальбоме. Вот таким вот образом листается. Да, вот оно их все добавило, и у нас сейчас 15 фотографий. Вот мы уже с вами смотрели, сколько влазит, честно говоря, максимально, я не пробовал. Но отредактировать, конечно же, я их удалю. Все очень плавно, все очень классно работает. Быстродействие отличное, вот по быстродействию самих часов. И на главной вы можете выбрать, что вам отображать на главной. Само приложение у нас поддерживает русский язык, поддерживает английский, можете в принципе выбирать любой. Теперь вы можете по погоде синхронизировать погоду в текущем положении вашего смартфона. Теперь давайте по настройкам посмотрим, какие здесь есть у нас настроечки. Сейчас мы с вами. Вот. Здесь все проще. Мы выбираем с вами wallpaper, который мы хотим. То есть, например, мы хотим, чтобы здесь была там черепашка, либо там собачка. Это, кстати, очень красиво, мне очень нравится. Ой, как они ярко забивают. Они очень яркие, чтобы вы понимали. Сверху покрыто у нас стеклом. И на ощупь это очень приятно, как вот очень дорогой смартфон. Знаете, здесь конкретное стекло, здесь не пластик, ничего, здесь конкретное стекло. Давайте попробуем еще с вами, что у нас здесь можно выбрать. Смотрите, есть вот такие вот обои рабочего стола различные. Котики, жабки, да, это весело, это прикольно, ребенку где-то поставили, будет отлично работать. Я предпочитаю, конечно же, фотографии себя, своей семьи, то есть это тоже можно фотоальбом поставить на настройку, на базовую. Мы можем clock face ставить на фото, либо вот такие вот анимированный clock face. Мы можем clock face менять стили, смотрите. То есть можем вот такие вот поставить, это очень прикольно. И у нас будет вот такой вот clock face, да. Можем с вами поставить различные стили clock face, либо за креативные какие-то, да, там у нас есть. Вот, смотрите, выбрали, у вас будет вот такой вот clock face. Это различные стили отображения. Очень приятно, классические стили, можно классические часы поставить. Допустим, если вам ближе, допустим, классические часы поставили, у вас будет вот таким вот образом отображаться. При этом у вас будет стандартный, ну давайте креативное что-то поставим. О, такие планетки, сейф нажмем. Вот, смотрите, будет у нас либо там любые другие, либо, слушайте, их тут столько много, это вообще, просто прикол. Вот с погодой мы можем выбрать, да, вот такие вот.
Теперь дальше, по дисплею. Когда слабое освещение, мы можем выключать экран, либо показывать текущий clock face. У нас есть screensaver delay выставлять, то есть когда появляется screensaver. Дату и время мы можем, видите, поставить автоматическую, либо мануальную. И что у нас о девайсе? UGUS, AC, там серийный номер есть, конечно же, прошивка. Ничего здесь больше, вот MyLink, ну это MyLink, апдейтнуть можно. У нас еще и часы будем с вами апдейтить. И есть у нас Factory Reset. В принципе, по функционалу это охренительная штука. С Bluetooth колоночкой, с какими-то, ну вот Focus Time, это когда вам нужно, допустим, зафокусить время, там стартанули, через 25 минут он там вам, допустим, он все замутит и через 25 минут вас тыцнет. Все, я готов идти и резюмировать данные часики. Уж очень они удачными получились. Посмотрели? Могу ли я рекомендовать? Да я ими сам пользуюсь. Вообще топчик. Для меня это вот часики. Смотрите, какой он маленький был. Прикольный. Выросла такая зараза, а. Для меня это часики, особенно мне нравится вот этот ночничок. Я ставлю себе панду, можно поставить все что угодно, как вы поняли. Focus Time меня не сильно волнует, мне интересует вот этот Sleep Music. Я ставлю, там есть такая White Noise, под него шикарно засыпаю, вообще отлично. Будильнички, у меня тут есть ряд будильничков, которые я использую. Ну и, конечно же, вот этот вот главный экран, где я вижу погоду. То есть я просыпаюсь, допустим, среди ночи, я по нему там тапнул, увидел, допустим, сколько у меня температура в комнате, какая у меня влажность, могу увидеть, допустим, погоду окружающей среды и уже понимать, к чему готовиться днем. Сейчас у меня минус 7 градусов, гололед, облачно и, конечно же, 22 градуса в моем помещении, достаточно комфортная, хорошая температура. Рекомендую, чего я вам советую. UGUS, если бы я мог вам раскрыть все тайны UGUS, вы бы узнали, чего они кроме смарт-часов делают и ТВ-боксов. Там огромное количество, но это уже промышленные масштабы и какие-то там бизнес-реализации, про которые говорить абсолютно не имею права. Ну а так вообще классная тема. С вами был Бабл на канале Технозон.